Всем хорошего дня! С вами самостройщик Леха, и мы наконец-то подходим к финальному этапу по конструкциям его подвала. В предыдущих роликах мы сделали гидроизоляцию из битого мастики, запах до сих пор где-то летает. В этом ролике мы сделаем утепление и наконец-то закопаем и спустимся внутрь, покажу, что у меня внутри. Так что завариваем тортик, нарезаем чаек и погнали! В этот раз я решил воспользоваться действительно хорошим качественным утеплителем. В этот раз я от пенопласта отказался. Почему? Позже расскажу. Утеплять я буду экструдированным пенополистиролом 50 мм от компании Phenoplex. Давно сотрудничаю с этой компанией. В принципе, нареканий нет. Качественный, хороший материал, прочный. Поэтому, в принципе, только ему и доверяю. Возможно, в будущем это весной, я вскрою свою отмостку и поменяю пенопласт на нормальный утеплитель. Но это будет весной, и возможно это будет неправда. Перед самой покупкой этого материала я звонил в техподдержку Phenoplex и уточнял два интересных момента. Первое, на что крепить, потому что грибки никак не подойдут. То есть я пробью насквозь свою гидроизоляцию, и там будет вода скапливаться, будет зимой замерзать, будет расширение, разрушение, потом будет протекать, мокнуть будет потолок внутри подвала, да и вообще нафиг это надо. Мне сказали, что пены достаточно, никуда не денется, все это будет нормально. Подвал бетонный, это не земля, пучения не будет, все нормально, не переживать. Ну и второе, самое главное, это можно ли крепить плиты Phenoplex на битумную мастику. Меня заверили, что можно не переживать. Главное здесь не экономить, то есть не покупать. Я хотел 30-очку, мне сказали, что нужна не менее пятерки. Соточку я не потяну, а вот пятерка самое то. Первоначальный вариант был сэкономить и взять себе сотку пенопласта. Но пенопласт при реакции с битумной мастикой начинает реакцию и разрушается, то есть его проедает. Поэтому тут уже лучше не экономить, сделать один раз качественно и потом не мучиться и не сбивать зимой сосульки с потолка подвала. Утеплял я полностью всю верхушку, то есть всю крышку, и на 60 см боковину. Так как вверху будет метр земли, плюс еще боковина 60, итого будет 1,40 м. На 1,40 м у нас пока земля в Московской области, в Подольске, не промерзает. Но если, конечно, будет больше минус 30 с чем-то, то там, возможно, да. Но не забываем, что если сверху будет еще сугроб, то промерзание будет еще меньше. Поэтому этого более чем хватит. А первую зиму, естественно, покажу, как там промерзает, нет, хватило этого или не хватило. Да, кстати, если вам тоже нужен качественный недорогой утеплитель, ссылочка будет в описании. Я поставил них, закупаюсь, пока еще ничего не пожалел. Монтаж происходил очень быстро, потому что сажать плиты на пену довольно-таки быстро. Если крепить их на эти же грибы, то это очень долго, но в моем случае это вообще исключено. Придерживал кирпичиками, чтобы ветром не сдуло, не сбивалось, слегка их придавливал, поэтому было все нормально, четко, надежно. Главное потом до урагана успеть закопать. Начинал я именно с противоположного угла, напротив там, где будет мастерская. Чтобы, если немножко не хватит, это все было под мастерской, потому что мастерская в будущем тоже даст какой-то коэффициент утепления почвы.
Сделал финальный штрих, и все остатки, которые были в баллоне, я пропшикал во все щели, уголки, зазоры, примыкания. Ну, чтобы утепление прям было по максимуму. Вот так выглядит моя утепленная коробочка, мой подвал. Смотрится классно и прям видно, что прям вот реально тепло будет. Ну и перед тем, как приступить к закапыванию, я также в техподдержке спрашивал, что может что-то постелить, там баннер, пленку. Меня уверили, что вообще ничего не нужно. Пеноплекс устойчив к земле, к влаге, грязи, то есть ничего страшного не будет. И я готов был уже приступить к набрасыванию земли, но так материал видно, что хороший, качественный, дорогой, пока еще, скажем так, новый. Мне его стало жалко, поэтому у меня были куски пленки. Я сверху еще накинул пленку, также подстелил кирпичики, чтобы не сдуло, и сверху на пленку буду накидывать уже землю. Да, это лишнее, но никаких там парниковых эффектов, ничего там не будет. То есть там наоборот, даже если не было бы пленки, просачивание влаги было бы интенсивнее. А так еще как-никак какая-то гидроизоляция. Пусть маленькая, но она есть. Ну а потом начался мой нелюбимый марафон, это закидывание земли. А нет, обманываю, закидывание глины. Там в основном была сырая глина. Потому что на штык лопаты была земля, а так как мы копали экскаватором сверху вниз, а не снизу вверх, то земля оказалась на дне этих куч, а сверху была глина. И она была жесткая, она была мокрая, поэтому потеть приходилось интенсивно. Также я придерживался вашим советам заказать специалистов, заказать трактор. Но так как я тот еще монтажник, я продумал все через одно место, поэтому работы были выполнены и продуманы, когда трактор приедет, выкопает и уедет. А вот как закапывать, я не продумал. И получается, что единственный заезд есть, где я сейчас нахожусь. Там мешает соседский забор, он его процарапает, и вход подвала. А с другой стороны, там вообще нельзя ни заехать, ни проехать. Там трактор не поместится. Оставался вариант либо люди, либо мини-трактор. Но с мини-трактором тоже получилась не очень приятная ситуация. Поэтому, скажем так, не получилось вкратце. Ну а с ребятами загнули сумму в 30 тысяч. Ну это практически моя месячная зарплата. А троим здоровым ребятам это в принципе за 2 дня не раскидают. Поэтому я долго думал и отказался. Лучше потихоньку, сам, пара вечерков, для разминки, для спины, для здоровья полезно, вместо спортзала. Я сам перекидаю. Вот и настал второй день, и я продолжил интенсивно раскапывать свои кучи. Чтобы вы понимали объем, то подвал имеет размеры 3, 3, 4. То есть 3 умножаем на 4 – 12, 12 умножаем на 3 – 36 утрамбованных кубов глины. Если это выкопать, это будет больше, где-то может быть 45-50. Так что сколько нужно было закопать и перекидать, перевести, можете себе представить. Начал я с краю. В перерывах между интенсивной работой я также отдыхал. Если болела спина, можно было отдохнуть, то есть тут никто не гнал. Нужно было просто успеть до дождей, либо сильных морозов. По графику они будут в конце ноября, поэтому я в принципе успеваю. Также в небольших перекурах мне помогала моя жена, поэтому мы иногда бросали все это вместе. Но опять же напомнить, что это глина, а глину кидать немножечко сложнее.
Так как я безработный и времени много, я еще интенсивно работал и по вечерам. Я в принципе ни о чем не жалею, спинка у меня не болит, тут каждый выбирает сам. Если были бы лишние деньги, я бы заказал трактор. У меня их нет, копаю сам. Ничего личного, просто лопата и глина. И вот так потихоньку, с использованием ручного труда и тележки, я потихоньку все, что вынул до этого из подвала, обратно закопал в него. В дальнейшем уже все это разровняется. Я специально хочу растаскать, закопать именно в этом году. За зиму все это намокнет, все это подвергнется пучению, уляжется. Ну и уже по весне, в моих великих больших планах, я закажу тоннар земли. Мы все это красиво, черненько замажем, застелим. Будет красивый, ухоженный газон. Но на сегодняшний день пока это выглядит так. На этом у меня все. С вами был самостройщик Леха, а я пошел раскидывать дальше. Всем счастливо, пока-пока. Еще увидимся.